Человек рядом с вами, активист, знакомый, друг по иммиграции, может прямо сейчас передавать информацию о вас во второе управление ФСБ. Не потому, что он плохой человек, а потому, что у него не было выбора. Или потому, что ему сделали предложение, от которого сложно отказаться. Я знаю, как это работает, потому что я сам это делал. Я вербовал людей, я видел, как они ломаются, я видел, что происходит потом. Сегодня я расскажу вам механику изнутри, начну с того, о чем не принято говорить открыто. В России существует закон об оперативно-розыскной деятельности, закон об ОРД. В нем черным по белому написано, кого вербовать запрещено. Священнослужители, депутаты, ряд других категорий граждан. Этот закон нарушался всегда, систематически, без исключений. Я видел это своими глазами, мои коллеги вербовали депутатов, которые курировали управление по делам молодежи в Набережных Челнах. Люди, которые по закону были неприкосновенны для вербовки, работали на систему, докладывали, передавали информацию. Я видел, как вербовали священнослужителей, да, священников, которые впоследствии пересказывали исповеди своих прихожан. Это не было исключением, это была норма в нашей структуре. Это и есть правило. Теперь о том, как именно это происходит. Потому что это не случайный процесс, это технология. Прежде чем завербовать человека, на него собирается оперативное дело. Изучается все. Финансовое положение, круг общения, привычки, слабости. И вот здесь начинается самое важное. Вербовщик ищет точку давления. Она есть у каждого. Теперь я перечислю основные способы вербовки. Первый вариант – это компромат, нетрадиционный, может, сексуальные какие-то предпочтения, которые человек скрывает за филии, другие слабости, другие увлечения, которых он стыдится. Все, что можно использовать как рычаг. Второй вариант – это уголовное дело, реальное или потенциальное. Человеку объясняют просто. Или ты работаешь с нами, или завтра тебя берут. Это самый эффективный метод. Именно так был завербован Степан Склерук. О нем я расскажу отдельно. Третий вариант – это финансы. Закрыть кредиты, решить долговые проблемы, помочь с жильем. Деньги – это универсальный инструмент. Особенно, когда человек загнан в угол. После того, как точка давления найдена, следует разговор. Иногда не один, иногда несколько. Человека не ломают грубо, его подводят к решению так, чтобы он сам сказал «да». Теперь главный вопрос. Почему ФСБ предпочитает вербовать людей, уже находящихся внутри среды, а не засылать профессионалов? Ответ простой. Профессиональное внедрение – это месяцы работы, иногда даже годы. Нужно создавать легенду, выстраивать биографию, постепенно войти в доверие. И все это время есть риск провала. В радикальных или экстремистских группах провал может стоить сотруднику жизни. Агент из среды – это уже готовый продукт. Ему уже доверяют, он уже носитель информации, он уже знает людей, связи, внутренние конфликты. Его не надо внедрять, он уже там. Именно поэтому ФСБ всегда будет искать слабое звено внутри вашего круга, не снаружи, изнутри. И именно поэтому самый опасный человек рядом с вами – это не незнакомец, это тот, кому вы доверяете. Теперь конкретные примеры. Не абстракция. Реальные случаи, которые можно проверить. Информация о них есть в публичном доступе, о некоторых из них писали крупные зарубежные издания. Часть из них верифицирована независимыми расследовательскими центрами. Игорь Рогов, бывший координатор «Открытой России», а также сотрудник штаба Навального в городе Саранск. В 2022 году, после начала войны, он эмигрировал в Польшу, получил политическое убежище, жилье и был, в принципе, принят как оппозиционер. Все выглядело правильно. Активист, борец с режимом, в общем-то, свой человек. В 2024 году он был арестован польскими властями, обвинение шпионаж в пользу ФСБ. Он сам признался следователям, что сотрудничал с ФСБ еще с 2020 года, до эмиграции. Его завербовали в России под давлением, по его словам, шантажом, угрозой мобилизации его отца. Его задача была простой – влиться в ряды оппозиции за рубежом, знакомиться с людьми, докладывать все куратору. Это именно та схема, о которой я говорю. Человека готовят в России, создают ему чистую историю, иногда даже реально уголовное дело для достоверности, дают выехать. И он
оседает в Европе уже как агент. Рогов работал в Польше несколько лет. Никто не догадывался. Это схема, которую ФСБ использует за рубежом. Но она работает и не только там. Внутри России та же механика. И здесь у меня есть пример из личного опыта. Степан Склерук, в националистических и ультраправых кругах Москвы известная фигура. Участник движения «Русский марш», по своим взглядам неонацист. Я принимал участие в его вербовке. Нас интересовали два движения «Русский марш» и артподготовка Вячеслава Мальцева. Они пересекались, общались. Иногда «Русский марш» интересовал нас даже больше. Склерук пошел на сотрудничество в обмен на свободу. Это стандартная схема. Есть уголовное дело, есть выбор. Человек выбирает сотрудничество. Я передал все доказательства досье центру, они проверили и провели независимое расследование, верифицировали мою информацию и подтвердили. Его показания были сфабрикованы следователем, текст прислали на телефон, Склерук просто поставил подпись. В Facebook, кстати, он зарегистрирован под другой фамилией, а в телефонных базах, таких как GetContact и приложениях, его номер определяется как ментовский стукачок. Это и есть реальное лицо тайного свидетеля в российских политических делах. Рогов – это агент за рубежом, а Склерук – это агент внутри радикальной среды. Третий пример самый сложный и противоречивый. И, скорее всего, правильно было бы его назвать даже не примером, а гипотезой или анализом. Так как здесь у меня нет стопроцентных доказательств и быть не может. Каждый сотрудник ФСБ тщательно скрывает своих агентов, и даже в кругу коллег мы о своей агентуре никогда не распространялись, боясь сливы информации. По понятным причинам я уже давно не поддерживаю связь с теми, кто потенциально мог бы такую информацию знать, но как бывший оперативный сотрудник второй службы ФСБ, который занимался и работал по линии противодействия политическому экстремизму и терроризму, а также занимался вербовкой, я вижу определенные вопросы и оставляю выводы на ваш суд. Знакомьтесь, Инса Ландер. Это публичный псевдоним, ее настоящее имя фигурирует в открытых материалах уголовного дела, найти их несложно в интернете. Молодая женщина из Баксана, Кабардино-Балкария, в январе 2014 года, сразу после смерти матери, она ведет переписку во ВКонтакте с неким Умаром Дугужевым. Это ее знакомый из села Малка Зольского района Кабардино-Балкарии. Человек, который впоследствии сам окажется фигурантом уголовного дела, его осудят за то, что он знал о том, что его односельчанин уехал воевать в Сирию на стороне ИГИЛ и не сообщил об этом властям. Наказание составило это штраф 10 тысяч рублей. Сотрудничал он со следствием, и именно его показания, данные уже после собственного приговора, легли в основу обвинения против Инсы Ландер. На основании этой переписки ей предъявлено обвинение по статье 205.1 «Содействие терроризму», одна из самых тяжелых статей в Российском уголовном кодексе. Ее берут под домашний арест, надевают электронный браслет. На следствии она частично признает свою вину, дело резонансное. Правозащитники сразу поднимают шум. Говорят, все сфабриковано, говорят, просто религиозный разговор женщины в горе. Впоследствии она отказалась от своих показаний, но здесь я сделаю, пожалуй, паузу. Я давно наблюдаю за тем, как ведут себя многие правозащитные организации. Находясь на грантах УСАИД и различных европейских фондов, они зачастую давно превратились в пропагандистский рупор, отрабатывающий определенную повестку. Примеров достаточно. Чеченские террористы, по версии ряда таких организаций, вовсе не террористы, а кто? Борцы за независимость. Все верно. Бойцы неонацистского украинского формирования Азов, по версии правозащитной организации «Мемориал», и вовсе были признаны политическими заключенными в России. Так что к подобным оценкам у меня доверия нет от слова совсем. Давайте разберемся, что реально было в этой переписке. Я буду говорить как оперативный сотрудник, который работал по делам о терроризме, а не как судья. Вы, впрочем, и сами все поймете по ходу видео. В переписке есть несколько ключевых фраз. Именно на них впоследствии строилось обвинение в содействии терроризму и вербовке. Давайте подробно разберемся, что же она такого написала и что ее впоследствии привело в кабинет следователя ФСБ. Разберем каждую фразу. И первое — это сообщение самой Инцы, адресованное некому Дугужеву.
Клянусь Аллахом, была бы я мужчиной, ни секунды бы не раздумывала. Пошла бы вперед. И контекст этого разговора был о джихаде в Сирии. Это не абстрактная фраза, это прямое выражение, как по мне, это прямое выражение участвовать в вооруженном джихаде. Второе сообщение – это упоминание Фарс-Айн в Шаме. Объясню, что это такое. Фарс-Айн – это в исламском праве индивидуальная религиозная обязанность каждого мусульманина лично. А вот в радикальной трактовке и в диалоге в этом контексте это личный долг поехать воевать в Сирию. А Шам – это означает Сирия. Человек, который использует этот термин именно в таком контексте, понимает его значение. Это не было бытовой религиозный разговор, как говорится, да? И третье – это положительная оценка самой Инцы Доку Умарова, лидера Эмирата Кавказа. Организации, признанной террористической в России, США и ООН, связанной с Аль-Каидой. Умаров брал на себя, кстати, ответственность, кто не знал, за теракт Домодедово. И значит, она называет его шахидом, героем, павшим за веру. Это язык сторонников и радикальных исламистов. Нейтральный человек так говорить не будет. Переписка, в принципе, говорит сама за себя. Я изложил факты, термины, контексты, цитаты. Какой вывод из этого следует сделать, только решать вам, дорогие зрители. Вопрос в другом, и об этом дальше. Теперь самое интересное и в то же время противоречивое. Находилась она под домашним арестом, обвинение по террористической статье, браслет на ноге. Это стандартная мера, чтобы человек не сбежал. Таких людей не выпускают из страны, это не обсуждается. Она, значит, срезает в один момент браслет, едет к границе. Верхний Ларс, пропускной пункт между Россией и Грузией. Граница, которую контролирует пограничная служба ФСБ. И вот здесь внимание. Человек, который обвиняется по террористической статье, который только что срезал браслет и автоматически находится, по сути и по идее должен находиться в розыске, проходит через пограничников ФСБ беспрепятственно, чудесным образом. А на границе грузинской, на грузинской стороне ее не пропускают, потому что грузинские пограничники видят ее в базе как проходящую по делу о терроризме. Подумайте об этом. У грузинской, значит, стороны есть информация, у российских пограничников якобы не было. Разве это возможно? Я работал в системе, я знаю, как работает информационный обмен внутри ФСБ. Человек срезал браслет, это мгновенный сигнал. Пограничный контроль получает ориентировку очень быстро. Особенно по террористическим статьям. Но даже если бы на минутку представить, что браслета бы не было, человек, обвиняемый по террористической статье, физически не может покинуть страну. Это исключено. Такой запрет на выезд стоит автоматически, это не обсуждается. Кто-то, конечно, может сейчас подумать и сказать, что, предположим, она просто дала взятку пограничникам. Забудьте. Это не работает так. Пограничники ФСБ — это не гаишники на дороге. Взять деньги у человека, который проходит по террористической статье, это не просто коррупция. Внутри ведомства это будет расценено как предательство системы и содействие терроризму. Никто в здравом уме на это не пойдет. Тем более на крупном КПП, где все фиксируется и все за друг другом следят. Версия со взяткой не выдерживает никакой логики. Среди возможных гипотетических теорий, если пофантазировать, вот объяснить, попробовать, наиболее логичным выглядит намеренно разрешенный выезд. Но окончательный ответ знают только те, кто был внутри этого решения. А теперь вернемся к схеме, которую я описал в начале этого видео. Берешь человека, у которого есть реальный компромат, к примеру, переписка с джихадистской риторикой, заводишь реальное уголовное дело, а потом на следствии делаешь предложение. Мы тебя не посадим, дадим выехать, в обмен будешь сотрудничать с нами за границей как агент. Человек соглашается, и он оседает, скажем, в Европе уже как свой, с готовой легендой политического преследования. С репутацией жертвы режима, который правозащитники уже успели раскрутить. А дальше все просто. Общается с активистами, входит в доверие, становится своим и докладывает все куратору. Я, конечно же, не утверждаю, что Инса Ландер агент ФСБ. У меня нет таких доказательств. Я не вербовал ее и не видел ее личного дела. Но вопросы, которые возникают при анализе этой истории, а это всего лишь у нас анализ, остаются без ответа. Я лишь задаю их вслух. Я изложил вам факты, переписку, обвинения, частичное признание вины на следствии, чудесный побег через Верхний Ларс, где пограничники ФСБ ее не задержали, грузинскую сторону,
которая ее не пропустила, схему вербовки, которую я описал в начале этого видео. Правды мы, скорее всего, никогда не узнаем. Личности агентов охраняются государственной тайной. Даже внутри ФСБ не принято говорить коллегам, кто твоя агентура. Это знает только ограниченный круг лиц. Я, конечно же, не делаю выводов. Я показываю схему, ту, которую я видел изнутри. Я показываю историю, совпадения которой вы видите, и это ваши только наблюдения, не мои утверждения. Смотрите внимательно, думайте своей головой и решайте сами, дорогие зрители. И последнее, то, что происходит именно сейчас. В условиях войны ФСБ получила новый инструмент, который значительно упрощает заброску агентов в Европу. Граждане Украины. На территории России их достаточно, и гражданин Украины, приезжающий в любую европейскую страну, не просит убежища. Он автоматически получает временную защиту, без длительных процедур, без подозрений. Более того, он может объяснить, почему он не смог остаться с моральной точки зрения в стране агрессора. Европейские власти это объяснение примут. Оно логично, оно звучит правдоподобно. А дальше этот человек осядет в иммигрантской среде, общается с активистами, входит в доверие и докладывает все куратору. Именно поэтому я лично, зная механизмы изнутри, не общаюсь и не встречаюсь с русскими иммигрантами за границей. Потому что я понимаю, как работает эта система. Я, конечно, не говорю вам это, чтобы вы никому не доверяли. Паранойя — это, конечно, не защита. Это тюрьма. Я говорю это, потому что система работает именно тогда, когда вы ее не видите. Когда вы не понимаете механику. Когда доверяете автоматически просто потому, что человек рядом говорит правильные слова или разделяет ваши взгляды. Агент внутри среды — это не монстр в маске, это часто сломанный человек, которого загнали в угол. Система использует человеческие слабости, страх, долги, стыд и получает то, что хочет. Я работал в этой системе, я знаю, как она думает. И именно поэтому я здесь, чтобы вы понимали, с чем имеете дело. Понимание этого — это ваша реально единственная защита. Берегите себя и до новых встреч!